Дорогие друзья, здравствуйте! В прошлом видео мы показывали вам и рассказывали о солнечной батарее нового типа, изобретенной профессором Рамзесом, и обещали продемонстрировать опытный образец, что сейчас мы и продемонстрируем. Здравствуйте, профессор! Здравствуйте. Как и обещали, вы уже приготовили нам опытный образец. Еще раз объясните нам, в чем уникальность этой солнечной батареи, и покажите, как она работает на практике. Так. Вижу, видно? вижу вас. Хорошо видно? Очень хорошо. Это я обращаюсь к моим подписчикам. Это обыкновенное оконное стекло, на которое наложено с задней части сначала N-типа проводимости графен, а на ней P-типа проводимости графен. Между ними образовывается запрещенный слой, и стекло превращается в солнечную батарею. Мы сейчас демонстрируем. Но причем эта солнечная батарея, в отличие от кремниевых, она абсолютно прозрачная. Поэтому зрители могут посмотреть на нее и подумать, что какая это солнечная батарея. Они же привыкли видеть синие, черные фоны, светонепроницаемые. Да, нет, графен позволяет делать их и абсолютно прозрачные. Но тут преимущество этого в чем? Это 4-миллиметровой толщины обыкновенное оконное стекло. Обыкновенное. Можно заменить на окнах обычных стекол, заменить ими. Она будет вырабатывать электричество. Причем раза в 3 больше, чем все виды солнечных батарей, которые существуют. Так что и окно закроется, и электроэнергия дома появится. Сейчас мы продемонстрируем, как он работает. Обычно солнечная батарея, она обычно работает под солнечным светом. Но преимущество, да, еще и они должны быть направлены прямо к солнцу по 90 градусов. Тогда они выдают 0,5 вольта напряжения. И площадь не имеет значения. Какой бы большой ни был, одна ячейка дает 0,5 вольт. А есть еще пеленочного типа солнечной батареи, они дают от 0,2 до 0,3 вольт. Сейчас мы продемонстрируем, даже в таком тусклом свете неоновых этих ламп, она уже напряжение показывает. А когда мы включим лампу 150 Вт, мы увидим настоящее ее напряжение. Сейчас я включаю клеммы к минусу и плюсу. Он уже показывает напряжение. Так? Сейчас я отключу. Так. Подниму немного. И так удобнее. Немножко. А? Немножко есть. Шевельнулось? Да. А сейчас
Во. Мгм. Шевельнулось? Да. Все, контакт есть хороший. Это при тусклом свете. Мгм. А так вот при таком свете вообще-то кремниевый солнечный батарея ничего не покажет. Попробуйте поменять направление к свету. Сейчас я включу лампочку. Мгм. Вот. Сколько там? 3 вольта. Заметно изменилось, да. 3 вольта это. Мгм. Сейчас я выключу. Вот фоновый. Пол вольта уже. Вот от этих неоновых Да. ламп. Уже пол вольта. Видно, да? Да. Вот эта черточка, это 1 вольт. Это 2 вольта. Вот это 3 вольта. Мгм. Вот. Сейчас в таком тусклом свете он уже показывает даже 0,6 вольт. Мгм. Сейчас я включу лампочку. Вот. 3 вольта. Так? Мгм. Вот так. И хотя наша солнечная батарея косом стоит, под углом стоит к лампе, а не перпендикулярно. А если ближе поднести? Если ближе поднести, еще больше будет. О, почти Вот, половина. вот. 3,5 даже вольта идет. Да, видно. Но тут в чем дело? Тут преимущество, чем кремниевых батарей у них, если на кремниевые солнечные элементы попадает по 90 градусов свет, он показывает максимальное напряжение, 0,5 вольт. А когда солнце садится, ниже идет, под углом попадает, напряжение падает. Мгм. Потом вообще исчезает. Но в графеновых солнечных батареях совсем по-другому это работает. И даже он будет работать, ей не надо следить за солнцем. Ей достаточно светлое место. Он будет работать даже в тусклом свете. Вот как сейчас, да? Мгм. Вот. А солнечный свет имеет 7 спектров. А этот свет таких спектров не имеет. И то он имеет полвольта. Вот. Кроме того, кремниевые солнечные батареи при облачности он не работает. Когда солнце ниже падает, если на нее не направить, тоже не работает. Мгм. А это даже под большим углом, когда свет подаешь, он также вырабатывает ток. Потому что графен, один атомный слой, работает совсем по-другому. И почему он сейчас показал больше, вот даже в таком свете? Потому что солнечные батареи из кремния, они работают строго под определенными длинами волн солнечного света. А весь остальной диапазон справа и слева на нее не реагирует. А вот эти графеновые, она берет весь свет, видимый свет, плюс верхняя граница инфракрасному, который мы глазами не видим, это тепло. Мгм. И ниже ультрафиолетовый свет даже берет. Даже ниже нее берет. Поэтому у нее столько вот таком комнате при дневной лампочке вот такое напряжение. Так что по всем статьям она превосходит 3 раза минимум все виды солнечных батарей. Их можно делать не только на стекле, а можно делать пленочного типа. Это то же самое. Гибкие. Да, он гибкий. Он то же самое показывает. Вот.
Он прозрачный, ну, здесь токосниматель вокруг сделано, в отличие от солнечной батареи на основе кремния. Там переходится из серебра токосниматели близко друг к другу толстые линии проводит. А поскольку графен это лучший проводник, ей не важно эти линии серебряные делать. Только P-типа проводимостью, я там очень тонкими линиями это проводники это сделали, уже по полсантиметра дальше друг от друга. Это раз. Во-вторых, он не укрывает стекло, мы можем ее использовать как оконное стекло. Вот все. А по стоимости на 1 квадратный метр производства, чем отличается ваши от традиционных? Отличается во всем. Во-первых, кремниевые батареи делаются, синтезируется общий кристалл очень дорогим способом. И она синтезируется, вытягивается медленно, потом режется на меньше миллиметра толщины, это 800 микрон. Такие слои, да. Да. Получается вот такие тоненькие, меньше чем миллиметр толщиной, черные кремниевые листы. Их полировать надо. После этого на ней наносится в вакууме вот эти N и P типа слои. Это очень дорогостоящий процесс. А здесь никаких этих процессов не нужны. Графен, чистый графен, как производить? Технология у меня есть, я ее разработал. Легко она наносится, температура не нужна, вакуум не нужен. Вот. На любое стекло, на любом размере, она вот так наложится, сверху во второй P-типа слой наложится, и только сниматели вот, припаяешь, и все, готовый солнечный элемент. Любой формы, любого размера. Потом солнечные батареи любых типов делается как? Вот это, здесь разделений нету никаких, он общий, да? Это одна ячейка называется. Это одна ячейка дает вот 3 вольта. Это неслыханная вещь. Потом, а кремниевые батареи, их делают последовательно, соединяют 36 штук таких. Ну, по стандарту бывает там такого размера, бывает 16 там почти сантиметров, бывает 10 на 10. Ну, 10 на 10 раньше делали, сейчас вряд ли делали, они мелкие. Тогда получается так. Их тоже, если поменьше сделать и на квадратный метр разместить их, и чтобы получить нужный вольт, нужными амперами для использования, если 1 квадратный метр там помещается 36 кремниевых батарей, их нужно делать 3 раза меньше. Он займет 3 раза меньше места. Потом, ты, наверное, видел в разных странах целые солнечные фермы делают. Все поля солнечными батареями покрыты. Их можно было делать, чтобы столько, например, нужные мегаватт энергии получить 3 раза меньше. Это что означает? Во-первых, себестоимость у нее раза 3 меньше. Во-вторых, они не деградируются, как те солнечные батареи. У них срок годности где-то 20-25 лет. Ну, отдельные экземпляры могут и 30 лет жить.